порезать фатин в шпульках на нужное количество отрезков нужной длины. Нам понадобится сам фатин, ножницы и картонный шаблон. Длина этого шаблона должна равняться длине вашей юбки. Я планирую юбку 25-26 сантиметров в длину. Сделала небольшой запас из расчета на то, что чуть-чуть фатина уйдет, заберет на себя узелок. Ну, она так и выйдет, где-то 25,5, где-то так она и будет. Итак, что мы делаем? Мы берем наш шаблон, фатин, и начинаем наматывать. Но первый оборот мы делаем немножечко, вот тут запас оставляем, вот, чтобы нижняя лента потом при разрезании не оказалась, вдруг мы ее повредим, этот краешек, чтобы она не оказалась короче. И делаем нужное количество оборотов, считая их. Не натягиваем фатин. Тут важно вот зафиксировать эту вот первую полосу. Вот. Не натягиваем, чтобы он потом у нас не подскочил, когда мы отрежем. Итак, вот мы считаем количество оборотов. Теперь мы отрезаем. Так. Вот мы отрезали. И теперь вот в этом же месте разрезаем, заводя ножницы под фатин и стараясь не повредить нижнюю ленту острым концом ножниц. Аккуратно, вот так, помогая пальцами. И можно навстречу сделать. Вот наш фатин нарезан. Нам осталось только подкорректировать вот ту первую нижнюю полосу. А вот она, собственно говоря, и отрезалась, этот кусочек. Все, таким образом нарезаем все цвета, необходимые для юбки. Вот мы порезали фатин. Это необходимое количество заготовок всех трех цветов для будущей юбки. Вот такие цвета лент атласных я к ним подобрала. И следующим этапом нам нужно разрезать ленты атласные на необходимое количество кусочков длиной по 15 сантиметров. Нарезаем атласную ленту. Я взяла вот такую линейку. Она 30 сантиметров длиной. Собственно, лента и ножницы. Вот так вот по линейке ориентируюсь. И сразу отрезаем. Так как она 30 сантиметров, я отрезаю сразу по 2 кусочка. Вот наши нарезанные кусочки лент. Теперь мы обрабатываем у них края. Для этого берем вот, там, по 3, например, кусочка, складываем вот таким образом
И обычной зажигалкой немножко издали вот так вот обрабатываем край, чтобы потом оно у нас не бахромилось. Вот таким образом обрабатываем все кусочки лент. Можно брать по 4 кусочка, чтобы быстрее было, но это как вам будет удобнее. Вот все наши заготовки для юбки. Нарезанный фатин и нарезанные и обработанные атласные ленты. Вот. Теперь нам нужно это все соединить. Итак, мы соединяем детали. Берем кусочек атласной ленты, кусочек фатина. Ленту укладываем лицевой стороной вниз. Фатин смотрим. Он имеет такой естественный свой изгиб. И мы смотрим, чтобы этот его изгиб совпадал с изгибом ленты. Итак, укладываем ленту лицевой стороной вниз. Сверху фатин. Нитки в тон подобраны. Натяжение нити среднее, длина стежка чуть больше среднего. Шить будем по центру ленты. В начале и в конце я не делаю застрочку, потому что на атласной ленте она смотрится достаточно грубо и неаккуратно. Первую пару стежков вручную и начинаем строчить. Как только здесь появляется кусочек ленты, берем за него и подтягиваем, чтобы лента не присобиралась. Берем еще кусочек ленты, переворачиваем кусок фатина и выполняем то же самое с другой стороны. Так, вот у нас получается. Вот так вот руками можно немножечко потянуть с одной стороны, с другой. Вот. И смотрим, вот что у нас получается. Вот такие вот заготовочки. С одной, с другой стороны то же самое. И вот сложено пополам. Таким образом обрабатываем все заготовленные детали. Итак, после пришивания атласных лент мы получаем вот такие заготовки. Кусочек фатина и с двух сторон на него нашиты атласные ленты. Далее поступаем следующим образом. Есть два варианта. Можно завязать здесь узелки везде и обрезать нитки, тогда у нас получатся заготовочки вот такие. А можно завязать и сделать не полукольца, а сделать колечки. Я решила сделать именно так. И этим облегчить, во-первых, и работу. Затянули, обрезали. Потому что количество узелков сокращается в 2 раза по понятной причине. И еще одним плюсом такого завязывания является то, что отдельные детали юбки не будут заходить друг в друга, так одеваться друг на друга. Когда полусферы, они вот так вот друг в друга заходят,
А колечки, вот мы получаем, они могут приминаться, когда их много будет рядом. Они могут приминаться, когда ребенок бегает. Но они уже никуда не денутся. Они потом возвращаются на место. И все обрабатываем таким образом все наши детали. После этого собираем юбку. Итак, мы приступаем к сборке юбки. Резиночку, на которую мы будем собирать юбку, мы одеваем на манекен, предварительно одев на него какую-то майку, чтобы резинка не скользила. Вместо манекена можно использовать 5-литровую канистру из-под воды, тоже предварительно одев на нее что-то, например, там капроновый чулок или какую-то старую майку, для того, опять же, чтобы резинка не скользила. И начинаем собирать нашу юбку. Вот наши заготовки. Мы берем вот таким образом и вот здесь вот по центру вот так вот внутрь как бы закручиваем, вот так складываем, чтобы наша заготовочка держалась вот таким образом, чтобы вот это место не открывалось. Не просто так вот мы берем и как попало, потому что будут вот такие вот некрасивые складки. А берем вот таким образом, вот так, опять же, подкручиваем, складываем, выравниваем, вот таким образом. Здесь вот так присобираем и одеваем. Одеваем вот в эти вот отверстия сверху вниз, вставляем. Здесь получается вот такая вот петелечка. И теперь продеваем внутрь. И аккуратненько затягиваем, следя за тем, чтобы концы были ровными. Юбку лучше собирать снизу вверх вертикальными рядами. То есть раз, два, три, вот таким образом. Я буду делать юбку. Вот эти ряды вертикальные буду делать не одного цвета, а я буду чередовать. Теперь я беру розовую заготовку. То же самое. Подкручиваю здесь. Вот так. Завожу как бы один конец на другой. Вот. Складываю. Выравниваю здесь, чтобы было ровно. И одеваем. На ряд выше. Петелька. Продеваем. И затягиваем. Вот таким образом получается. Следующий ряд я сделаю уже в другом порядке. Каждый раз буду передвигать нижний цвет из левого ряда наверх. То есть вот я начинаю с розового теперь.
таким вот образом. Ну, пока сложно судить о конечном результате. Вот так. И так я собираю всю юбку, чередуя цвета. Итак, вот такая получилась юбка. Пышная, шелестящая. Осталось сюда вдеть резинку. В этот раз я решила попробовать сделать и на резинке. И украсить лентой. И юбочка будет готова. Итак, вот наша юбочка в снятом состоянии. Вот ее вид с изнаночной стороны. Вот здесь мы видим, что можно вот здесь вот пропустить ленту или резинку. Я решила пропустить резинку. Отмерила резинку, объем талии разделила на 1,5. Ну, чуть-чуть меньше, чем на 1,5 получилось, потому что у меня талия 52 сантиметра, я разделила на 1,5, получилось 36. Померила по ребенку, маловато, туговато было. Я чуть-чуть добавила, но это в зависимости от резинки, которая у вас есть. Таким образом, и вот так вот пропускаю резинку. Резинку в резинку. Вот таким образом. Через одну. Тут на резинке есть деление, поэтому очень удобно через одну. По верхнему ряду. И потом еще одну резинку я пропущу по нижнему ряду. Решила сделать 2 для надежности. Вот таким образом. Далее я эту резиночку сшиваю. Итак, мы вставили резинку в верхний ряд, зашили ее. Теперь я хочу вставить резинку еще по нижнему ряду для надежности. Все то же самое. Можно пропустить ее несимметрично, то есть через другие отверстия. Следим за тем, чтобы резинка не перекручивалась. Вот в таком, как бы в шахматном порядке я пропускаю. Итак, вот мы вставили резинки. Вот они зашиты. Резинки не перекручены, то есть не будет лишних мест для того, чтобы терло ребенку. И вот в таком шахматном порядке. Вот.
продели резинку сюда двойную. Юбку померили, она прекрасно держится на ребенке, не съезжает, не спадает, резинка не просвечивается. Дополнительно юбочку можно украсить бантом из атласной ленты, либо здесь его привязать, либо здесь, любого из цветов, которые использованы в юбке. Но я пока еще не определилась, потому что юбка и так получилась достаточно праздничная, нарядная. Я еще не знаю, какие будут аксессуары у нас в итоговом варианте нашего наряда, поэтому пока так. Всем удачи! Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами была Саша Мамаша.